Итак, друзья, всех приветствую. Как вы знаете, множество сейчас ходит слухов по поводу введения поправок к утильсбору. Этот документ еще не подписан, давайте не будем паниковать, возможно, его и не подпишут, и не введут. Давайте дождемся 1 ноября и не будем прислушиваться к различным слухам. Но даже если этот документ подпишут, эти поправки ведут, я вас хочу успокоить, что все равно останется множество автомобилей, которые не попадут под эти поправки, которые можно ввести из Китая, с Японии, с Кореи до 160 лошадиных сил. И сегодня я хочу разобрать несколько таких популярных автомобилей, вам показать, что это за автомобили, которые пользуются больше всего популярностью. Это и японцы, и корейцы, и немцы. Все это можно будет привести. Поэтому давайте приступим. Поехали. И первый автомобиль, который можно привести, не попадая под этот утильсбор до 160 лошадиных сил, это Mazda. Вообще вся линейка практически Mazda попадает под эту черту. Это Mazda CX-30, вы видели, я уже не одну ее привозил, я вам показывал. Очень пользуется хорошей популярностью Mazda CX-30, особенно у девушек. Очень красивый кроссовер, стильный, небольшой, компактный, 2-литровый двигатель на 158 лошадиных сил. Я на нем сам катался, ездил, очень хорошо машина тянет, хорошо идет, поэтому рассмотрите, кто хочет привезти себе кроссовер, либо для супруги эту модель. Классная, стильная модель. Mazda CX-30, Mazda CX-4, точно с таким же двигателем, тоже на 2 литра, на 158 лошадиных сил. Тоже красивый кроссовер, но немножко более прилизный по отношению к Mazda CX-30, но также пользуется популярностью. Дальше у нас идет чуть больше кроссовер, это уже Mazda CX-5, там уже стоит двигатель на 2 литра, но 155 лошадиных сил, в отличие от CX-30, CX-4 на 158 лошадиных сил. И также кроссовер чуть больше CX-5 и, на мой взгляд, еще более стильный, это Mazda CX-50. Точно такой же двигатель стоит, как у Mazda CX-5, 2 литра, 155 лошадиных сил. И вся линейка Mazda идет на классическом автомате, поэтому Mazda любят еще и не только за то, что у нее там двигатель до 160 лошадиных сил, но и за автомат, потому что сейчас практически модель на рынке не осталось, которая ставит автомат. В основном идет вариатор, робот там, и так далее. Да? Дальше. Что же еще можно привезти из Китая с левым рулем? Nissan Qashqai. Даже 25 год у Nissan Qashqai есть двигатель 2 литра, 151 лошадиная сила. Тоже стильный кроссовер, уже обновили они и переднюю часть автомобиля, и смотрится намного-намного интереснее данный автомобиль. Итак, любители ВАГа, что же вы можете привезти из кроссоверов? Volkswagen T-Roc. Это, конечно же, намного дешевле кроссовер, чем Tiguan. Ну и двигатель у него 1,4 литра турбо, 131 лошадиная сила, есть версия 150 лошадиных сил. Тоже пользуется популярностью данный кроссовер для тех, кто хочет небольшой кроссовер от ВАГа, но не хватает на Tiguan, пожалуйста, покупайте Volkswagen T-Roc. Уменьшенная версия Tiguan, можно так сказать. Дальше, из немцев что еще можно привезти? Это Audi Q2, Audi Q3. 1,4 литра двигатель, 150 лошадиных сил. Пожалуйста, тоже у девушек очень хорошо пользуются популярностью данные кроссоверы. Дальше, что еще из немцев мы можем привести до 160 лошадиных сил? BMW X1. Пожалуйста, 1,5 литра двигатель, 156 лошадиных сил. BMW X2. 1,5 литра двигатель, 140 лошадиных сил. Дальше модели, которые мне очень нравятся, это Mercedes GLA и Mercedes GLB. GLA более такой женский вариант, GLB уже более такой брутальный, более квадратный вариант, подходит и для мужчин. Классные машины, с двигателем они идут 1,3 литра, 136 лошадиных сил на роботе, соответственно. Конечно же, есть GLB на 2-литровом там двигателе, но уже понятное дело, что мы не попадаем до 160 лошадиных сил, ну и там цена совершенно другая. GLA, GLB можно привезти в районе 2300-2500 до Владивостока. В хорошем состоянии, там с пробегом 40-50 тысяч километров, поэтому тоже рассмотрите данные варианты. Теперь давайте обратимся к корейским моделям. Что же можно из корейцев взять из кроссовера до 160 лошадиных сил? Hyundai AX25, 1,5 литра двигатель, 115 лошадиных сил. Да, понятно, будет слабовато ехать, скорее всего, этот автомобиль. Движок не особо мощный, тем более не стоит турбина, в отличие там, от ваговских, да, автомобилей. Но вот таковы реальности. Hyundai X25, тоже небольшой кроссовер.
можно рассмотреть к покупке из Китая с левым рулем. Дальше Hyundai AX35. 1,4 литра двигатель уже на 140 лошадиных сил. Машинка уже побольше, но и лошадей ей тоже прибавили, чтобы немножко пободрее ехала. Вот такое множество, друзья, кроссоверов можно привести до 160 лошадиных сил. Заказывать можно хоть прямо сейчас, хоть прямо завтра. Они не попадают под утиль, даже если эти поправки ведут. Это мы рассмотрели, еще раз говорю, те кроссоверы, которые можно привезти с Китая. А если мы обратимся также там к Японии, к той же Корее, где можно в Корее привезти Chevrolet Trailblazer, попадает под эту планку, Kia Seltos попадает, Samsung, тот же Renault, да, все это есть в наличии в Корее, и они все меньше 160 лошадиных сил. Из Японии также можно рассмотреть множество вариантов, которые можно привести до 160 лошадиных сил. Поэтому не отчаиваемся, даже если это все-таки введут, огромное количество вариантов, на чем можно ездить. Не расстраиваемся, не верим различным слухам и просто ждем 1 ноября. Хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я ежедневно выкладываю различные варианты, которые можно приобрести в Японии, Корее и Китае. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал. Вам, если вы интересуетесь автомобилями, будет это интересно. Есть ВК-сообщество, также подписывайтесь на ВК-видео. И если вам нужен автомобиль с Японии, Кореи и Китая, пишите в WhatsApp. WhatsApp всегда под видео в описании. Всем спасибо, пока.